Все, мы вернулись. Ребят, извиняемся, мы опять тупим. Опять происходит какая-то непонятная дичь с Wi-Fi, но мы извиняемся, но мы учимся. Да, Игорь? Да. Хотелось бы побыстрее научиться, но, наверное, надо брать еще и режиссера. На самом деле нам не хватает просто одного монитора, у нас есть HDMI кабель, но есть один косяк с этим HDMI кабелем, вот, потому что оказалось, что HDMI кабели не все хорошо работают, так же предсказуемо, как мы думали. Поэтому пока так, но мы уже учимся. Короче, Игорь, давай вернемся к тезисам и пойдем по шагам. Давай. Смотри. Один из таких вопросов это влияние, это влияние на монетизацию и создание ценности. Ну, то есть у нас сейчас валюты меняются, подходы меняются, у нас технически сейчас вот этот финансовый, назовем этого, кризис. Перестройка, да. Я бы даже уже сказал. Спецоперация по изменению финансового климата. Не климата, я бы сказал, системы. Системы. Потому что на данный момент, скажу для тебя страшное слово, бреттон-вудская система начинает умирать. Так, и люди такие, что он сказал? Что такое бреттон-вудская система? Гуглите, пока Google работает, гуглите. Это договор между Америкой и странами Европы об использовании доллара как резервной валюте и проведении всех международных товарных операций в именно этой валюте. Да. 47-й или 48-й год, не помню. 47-й год. Мы возвращаемся во времена 1947 года, начнем оттуда и придем к тому, что и как это будет влиять на IT сегодня. Ну, как бы на технологии. Нам интересно все смотреть с точки зрения технологий, а не просто мы там экономисты. Для экономистов есть другие каналы, ребята. Обращаю внимание, там вот прям вот настоящие финансовые эксперты, а у нас с нами Игорь на связи. Скажем так, практически не обидел. Там эксперты, у нас Игорь. Спасибо. Добрый человек. Да, и чтобы у вас не возникало в голове казусов, почему эти ребята имеют там какой-то уровень знаний, компетенции, рассказывать про финансы, мы будем рассказывать про финансы именно с точки зрения IT-технологий. Как на этом можно будет заработать сейчас или вот в ближайшей перспективе. Для того, чтобы это все понять и выстроить какую-то свою стратегию движения в развитии вот этого рынка, нам как раз нужно с Игорем и обсудить. Да, давай пускай это будет мнение дилетанта, да? То есть у нас есть свое мнение, у нас есть свое видение, то есть мы не берем на себя там вес экспертности, но своим мнением поделимся, наверное, кому-то будет интересно. Ну тогда сразу супер быстрый вопрос, стоит покупать биткоины сейчас? Сейчас нет. Почему? Он должен припасть. Припасть? Да, он должен уже стать дешевле и стабилизироваться чуть-чуть. То есть он сейчас пошел вверх, сейчас везде идет кризис. Вот. То есть есть такой нюанс, что никто не знает, где и как, куда сейчас вкладывать, куда бежать, в российские рубли, в юани, в доллары, в евро, да, то есть все ломается, все меняется, в биткоин, да, то есть в USDT, тизеры, тут очень много всяких других криптовалют, да, то есть и поэтому везде все лихорадит, вот, и поэтому такой весь шалман. Золото припало вдруг ни с того ни с сего, хотя если брать по доллару, то доллар сам по себе падает, у него очень большие инфляционные моменты и так далее, да, то есть вот такой вот сумбур. И поэтому ты говоришь, что нам в криптовалюту стоит сейчас не лезть, ну, то есть не время покупать это все. Скажем так, если профессионально этим не занимаешься, то и начинать на данном этапе не надо.
Что это было? Это робот. У нас есть робот. Как всегда, не вовремя. Так бывает. Убил. Хорошо, что у нас стрим, Технология, да. но у нас было практически восстание машин. Вот, пока мы тут говорили про криптовалюты, они восстали. Понял? Ну, то есть, есть еще пятая колонна, которая за всем этим следит. 25-я тоже, да. Короче, поняли, да? То есть сейчас не самое время этим всем заниматься. Но технологии. Да. То есть, скажем, Давай вернемся, потому Давай. что мы начали с 1947 года, Бреттон-Вудский договор. да, и вот Что это сейчас значит? Это значит, что на тот момент, то есть все европейское золото было свезено в Штаты. Вот. И, скажем так, так как была мировая война, которая не затронула только Америку, так как она далеко за океаном, вот, и на ее территории как таковой войны не было, то есть туда было свезено все ресурсы Европы. Вот. И после войны решили, дабы избежать всех катаклизмов, избрать, скажем так, стабильную валюту, да, по чем все считать, да, то есть точку отсчета, да, по чему все мерить, да, то есть золото стало меньше и так далее, и уже готовились уходить от золотовалютного стандарта, то есть, ну, я уже так сильно объяснять не буду, что это такое. Да, хорошо. да, но ты чай заварил только себе. Вот, а мне чай не Я досталось. взял, я сварил не только тебе, там еще есть, но чашку ты не взял. Ладно, я потерплю. Но зачем это говорим? То есть, что это вообще значит? Потому что я знаю, То, вот что- Visa, MasterCard, Unipay появился в моей голове. Unipay был уже давно, это китайская есть система, то есть она довольно-таки молодая, и все знают, что такое WeChat, да, но... Не все, подожди. Ну, смотрите, я читал книжку, она очень интересная, называется про Алиэкспресс Джека Ма. Вот. Эта книжка описывает развитие Китая с 1990 года до 2015 где-то года, вот так. И у Китая была особенность, мы с Игорем ее как-то обсуждали, про то, что когда было Visa, MasterCard и прочее, кстати, почему они появились? Помнишь, ты мне как-то рассказывал именно причина возникновения Visa, MasterCard, что они были кредитными организациями сразу? Нет, тут вопрос чуть-чуть в другом. Давай просто немножко вернемся, потому что мы начинаем Бреттон-Вудский договор. Да, Ну давай да, по истории давай немножко вернемся, пробежимся. да, то есть карточки, ну, ты затронул Visa, MasterCard и UnionPay, да, то есть это все системы карточных платежей, да, то есть это платежные системы, именно платежные системы, да, то есть это не банки, это ничего, это просто система платежей, да, которая имеет свой процессинг и так далее, да, то есть. И это важно, это о технологиях, именно, это вот, это о технологиях, да, куда ты ездишь там, вот. И есть в Китае WeChat. Да, то есть это тоже у них стала платежная система, но она стала очень интересной. Да, то есть это система соцсеть одновременно, это одновременно поисковик, и это одновременно платежная система. Мечта Цукерберга по своей сути. Давайте я немножко про WeChat расскажу, Давай. потому что Игорь не упомянул, но когда развивались платежные системы Visa, MasterCard, да, в Европе и Америке. Они были запрещены в Китае. Да, вот, прикол в том, что... Они не пошли в Китай, они наказали Китай тем, что они туда не пришли. И Китай был вынужден как-то этот вопрос решать. Не имея возможности создавать такой глубокий процессинг, они просто открыли банк, WeChat, просто. И сказали, окей, мы будем здесь это делать, QR-коды и все остальное. Это технологии, которые двигали мир. И сейчас WeChat, скажем так,
им пользуется весь Китай, от слова совсем весь. То есть он пытался зайти в Европу, но там большое сопротивление идет. Да, давай немножко еще пару нюансов скажу. Просто в исторических вот этих книжке про AliExpress там есть пару моментов. То есть Китай по технологиям на начало 2000-х, он был прям вот деревня. То есть ты приезжаешь, у людей с технологией это в рюкзак вещи положить и на рынок выложить на прилавок. Зауральская деревня, да. Да, именно вот, ну, скажем, 99% Китая вот такая вот деревня. И про технологии, про интернет они там не слышали. Они знали, что интернет где-то есть, где-то вне Китая. И они ездили, многие китайцы, в том числе Джек Ма, ездили посмотреть на интернет в Австралию. Да, то есть они смотрели, как пользуются интернетом, им что-то нравилось, и в итоге китайские разработчики, между прочим, начало 2000-х, они разрабатывали сайты, знаешь как? Они разрабатывали сайты и заливали в Австралию друзьям, ну просто так как-то отправляли почтой, да, голубиной. Те разворачивали сайт и говорили, работает, не работает. Отлично, отлично. И вот так вот развивался Китай в то время. Но в то же самое время уже был Visa, MasterCard в Европе на каких-то других технологиях. То есть, ну, давай так, на стандартных своих технологиях, именно процессинговых, скажем так, чтобы понимали, MasterCard это европейская система, она работает в евро и все считает в евро. И Visa это именно американская система. То есть там и учредители банки, там ряд банков, их много и так далее. Там уже не полезем в эти дебри. Ну, я пару нюансов технических, все-таки у нас тут про технологии канал. Пару технических нюансов. Чтобы вы понимали, Visa, MasterCard, они все считают один в долларах, другой в евро. Как это происходит? Если вы совершаете какую-то транзакцию, вся транзакция, например, в Visa, она летит куда-то в Центральный банк Америки, ну, не назовем это по итогу, да, то есть есть такая операция клиринг, когда все банки проверяют, кто кому чего должен. То есть там эта система работает на долгах. Все копят долги, а потом в какой-то момент происходит клиринг, все сверяют, кто кому чего должен, чтобы просто так деньги из банка в банк не гонять. Но клиринг происходит в долларах, то есть все пересчитывают по какому-то курсу в доллары, проверяют все по долларам и обратно все пересчитывают. То есть технически вот вы на каких-то вот этих комиссиях, вы там что-то там теряете. То есть если у вас транзакции в Визе идут в долларах, все, тогда вам технически дешевле должно быть. Поэтому даже у многих в приложениях банковских есть такое понятие перевести со счета и перевести по карте. И разные комиссии, потому что одно делает банк сам, это может быть его внутренний платеж и так далее. А второе, когда ты перечисляешь по карте, у тебя идет комиссия. И это комиссия платежной системы, а не банка. Да, и это комиссия платежной системы за вот эту вот работу клиринга. Они там все сверяют между банками, да, то есть все банки скидываются в общую кучу долгов, и там что-то вот происходит. Да. И из-за этого возрастает комиссия. И даже вы когда думаете, ну я же просто взял число в базе данных, перебросил в другой банк, да, то есть это просто число, да, то есть... Ты не перебрасываешь, что это все в одной системе, да. В одной табличке. Да, ну представьте одну огромную табличку. Огромнейшую, да. Да, с числами, и по сути в ней вы там что-то меняете, какие-то указатели, и за эту операцию берут там 2, 3, 4%, и ты такой сидишь, думаешь, ну а если это $1 миллион? Да, то есть это дофига. За что? За то, что там робот, вот скрипт, который сделал так, чик. Ну, для того, чтобы он это сделал, надо очень много, скажем так, железа и так далее. То есть это, ну, там довольно-таки она непростая, эта система. То есть это мы рассказываем, но это банковское ПО, оно должно быть надежным, проверенным и так далее. Хотя там есть нюансы, но сам факт. Нюансы в том, что банки до сих пор многие теряют на этих комиссиях, на округлениях какие-то деньги, они куда-то там пропадают из системы. Это не маленькие деньги, то есть в среднем банк в год может там, 500 000, миллион потерять где-то вот на этом всем. И они такие, ну и пофиг, вот, ну, мы людям не будем говорить, что у нас там деньги в банке теряются, но мы просто прибылью как-то будем это там закрывать. И они так и живут. И почему мы про это все говорим, в чем весь прикол вот этого всего.
Ну все нормально, то есть я задумался. Потому что у нас есть пульт, есть еще OBS, через который мы транслируем, и мне надо переключаться на пульте и в OBS, и я не всегда понимаю, что мы отдаем вам. Поэтому иногда приходится так сильно задуматься. Это прям такой процесс мышления, он прям сложный. В общем, Игорь, я хотел сказать еще пару слов, так что если можно. Отлично. Про движение клиринга и вот этого вот всего. Почему мы вообще это затронули и где там был Китай? То есть все эти ребята работали на том, что они как бы выставляли те долги, а потом собирали долги, мол, типа, ты нам должен. И поэтому карточки давали богачам, богатым людям, у которых много денег, и они могли там голд-картой расплатиться. Это то, сколько банк может тебе дать в долг. Первые карты, они были кредитные. То есть давай уже от этого. Давай, я вот это хотел подвести. То есть они были кредитные, потому что система так не работала, то есть как сейчас, подтверждение списалось там и так далее. То есть раньше даже почему на кредитной карте эти вот циферки, они такие, как это называется, выдолбленные. Да, выпуклые. Да? Выпуклые. Потому что раньше их откатывали. То есть была специально такая чековая книжка, и карточку ложили и прокатывали. И этот номер бивался на этом чеке. Ага. Да, то есть, и потом уже этот продавец это отдавал в банк. То есть они даже были не технологическими, да. Там еще даже не звонили. Ага. Но это карточка, поэтому она, когда золотая, это лимит. Да? То есть я могу по этой карте единовременно в одном месте потратить например, 5000 долларов. Да? То есть, и это давали, и банк давал кредит, да? То есть по этой карте. То есть есть у тебя деньги на счету, нет у тебя денег на счету, не имеет значения. Но пока проходила вся эта операция и доходила до твоего банка, вот, ты по факту был должен банку, ты у него брал в кредит. И как только это все совершался клиринг, все, ты уже не должен. Потому что сейчас золотая карта, не золотая, пофиг, да, то есть она там что-то дает, но... неважно, да. Там, если ты не летаешь постоянно на самолетах, то тебе, в принципе, пофиг. Золотая она, там, платиновая и так далее. Но, когда ты ее теряешь за границей, ты приходишь, и тебе могут единовременно выдать определенную сумму сразу, да, то есть там обычная карта, там сколько-то денег мало, золотая больше, платиновая еще больше. Вот кэшем единовременно. Это услуга именно визы и MasterCard, именно платежных систем при утере карточки. Вот. Да, а теперь вернемся... И это все осталось еще с тех давних пор. Так что вы понимаете, насколько старая вот эта вот виза, MasterCard и прочие ребята, да? То есть Она именно поэтому и называется все еще у нас в языке кредитной. Потому что по факту она всегда была кредитной. То есть не было технологий, чтобы проверять наличие. И только потом появились дебетовые карты. В Америке, кстати, по сей день дебетовые карты продаются на заправках. Ты приходишь, платишь деньги. Угу. На этой карточке есть там 200 долларов. Ты там платишь там, 200 долларов, и тебе дают эту карточку на 200 долларов. Все, ты пошел ее, отюзал. Ясно. Но почему мы говорим про это? И причем здесь Китай? А вот в Китае такой штуки не было. В принципе. И во-вторых, китайцы так бедно жили, там асфальтированных дорог много где не было, чтобы давать карточки, и это все по Китаю проверить было нельзя.
И, кстати, если вы посмотрите фильм с Леонардо Ди Каприо «Поймай меня, если сможешь», где он там выписывает чеки и очень неплохо живет, весь этот клиринг занимал немало времени, между прочим. И можно было успеть на вот эту карточку в разных банках, в разных регионах. То есть, если ты садишься на самолет, летишь там в другой город, и там по этой же карточке делаешь операцию, и потом летишь в следующий город, ты просто облетаешь полстраны, и за это время у тебя на руках куча денег. Чем больше у тебя карточка, тем больше у тебя там единовременно денег. И в Китае они поэтому и не внедряли, потому что хрен ты там проверишь, где что произошло. Во-первых, они не внедряли не потому, что они не хотели, а потому что это были, ну, скажем так, модное слово последнее, это были санкции на Китай. То есть регион считали неперспективным, и там Visa и MasterCard сказали, идите отсюда. И это был их выход. Да, то есть. И сейчас Китай сделал вот это вот... WeChat, Unipay. Unipay. В 2001 году он сделал. Да, чтобы выйти на рынок европейский, понимаешь, хоть как-то. Со своей платежной системой, потому что WeChat не везде, ну, есть, не везде принимают, и там проблемы. Давайте еще пару нюансов про WeChat. Вся вот эта история с китайским WeChat и прочим, потому что в году начала 2000-х, там 2001-2000, начали появляться китайские платежные системы для решения внутренних китайских каких-то проблем. Но они начали появляться, только задумались люди об этих всех вещах и начали внедрять уже в 2000-х годах. То есть Visa, MasterCard это там много-много времени до. Да. Это прям у ребят были сразу технологии, они такие, ну может сразу интернет, вот может сразу QR-код, может нам не нужна вот эта вот вся фигня. Да. Но под капотом... Пиринг и так далее. Да, но под капотом WeChat это кредитная организация. Они точно так же дают кредит, но им нужны для этого рейтинги. То есть они сидят и думают, тебе я могу дать в кредит, а вот тебе, а ему. Кому я могу дать в кредит деньги? И поэтому им нужна рейтинговая система в Китае, чтобы понимать лимиты. Это реально мечта Цукерберга, потому что лайки имеют конкретную стоимость, понимаешь? То есть, и это та соцсеть, которая физически может тебя ограничить. Может тебя физически ограничить, да, то есть не дать тебе купить билет. Не дать тебе выехать из своего города, из региона. Вот просто. Не дать тебе, то есть у тебя есть там деньги, но она тебе говорит нет. То есть, нет, это внутри Китая, да, то есть, вот у тебя такой социальный рейтинг, да, то есть, это вообще мечта, тотальный контроль. Почему нужна кредитная система в этих всех платежах, я могу немножко ответить. Потому что, если вдуматься, а почему транзакции проходят быстро? То есть, если Visa, MasterCard говорят, что транзакция должна пройти за 15 секунд, то есть, они должны сказать вам... Когда вы, например, покупаете еду там себе или еще что-то, вся система должна отстрелить вам в течение 15 секунд, сказать, у него есть бабки, у него нет бабок. То есть как-то вот так. В WeChat это 2 секунды. То есть за 2 секунды они должны пробежаться по всему, где у вас там чего, какие у вас долги и прочее, и выставить счет. Но чтобы оно было именно 2 секунды, есть банк, который говорит, похер, есть у него деньги, нет, он клиент нашего банка, мы с ним потом разберемся. Да. У него есть бабки, все, мы гарантируем, и просто запрос идет в банк говорит, похер. Вот. Но потом банк взимает деньги. Но банк тоже должен себя обезопасить в том, что он точно сможет вас потом вернуть бабки. И вот типа транзакция идет 2 секунды, а списываются бабки попозже. Потом. Попозже, там в течение часа, дня, там недели, да. То есть... тоже самое и Visa, да, то есть и MasterCard, да, то есть ты идешь в магазин, оплачиваешь, то есть у тебя деньги списались, но они на счет магазина еще не пришли, то есть их нет там еще. Да, если грубо, представьте, я испек булочку, вот купил муку, посадил повара, мы поработали, сделали булочку, вы пришли, ее купили, и мы такие, надо делать новую булочку, сейчас мы ее продадим. А бабок нет. Все еще нет. Потому что Visa, MasterCard и прочие вот эти платежные системы выдают деньги там в течение недели, так я понимаю. Там от 3 до недели.
до 5 дней. Ну, как правило, они на следующий день зачисляются, но сам факт. Ну, смотри, какие суммы, я так понимаю. Нет, там не совсем от суммы, ну, там такой зависимости я не нашел. Но давайте теперь поговорим о том, что нас ждет впереди. Не, я думаю, надо еще одну проблему подсветить. Давай. Проблема этих систем еще в том, какую сумму вы можете единовременно потратить. Да? То есть банк, так как он выступает кредитором вам, он кредитует вас деньгами, вы не можете потратить, скажем, я хочу миллиард потратить. Вот ты такой, типа, блядь, вот карточка в магазине миллиард. Такой, да и похер. Не можете, да, то есть у вас будет ограничение, там, по-моему, 10 тысяч долларов или 100 тысяч долларов. То есть откуда эти ограничения? Потому что виза страхует то, чтобы у вас, например, сперли деньги. То есть, Нет, это на тебе так рассказывают. Да. Не, ну да, расскажи, как есть. Ну, смотри, ты когда идешь снимать деньги в банк с определенной суммы, это в любом банке так, у тебя говорят, заказывайте. Потому что банковская система это кредитная организация. То есть ее работа и основная деятельность это выдача кредитов. То есть она берет у всех деньги под какой-то процент и эти деньги дает в долг кому-то под какой-то процент. Да? То есть, и, как ты понимаешь, всегда есть разница между тем, сколько денег отдано, сколько денег в банке и сколько банк должен. Да? То есть банку, в принципе, всегда должны больше, да, чем он должен. Но сам факт, в моменте этих денег нет у банка. Они где-то. Да? То есть, и получается так, что по примерным подсчетам банк всегда плюс-минус хранит у себя таких средств горячих, да, то есть по требованию, не более 25%, да, то есть дневной резерв, да, от всех депозитов и карточек, да, то есть 25%, не более того. Все. Да, но и поэтому, когда ты снимаешь большую сумму, то есть банк физически их не может отдать. У него их нет. У него их просто нет. Понимаешь? То есть у тебя они типа есть, банк тебе должен, но он не может отдать. И он говорит, не-не-не-не-не-не-не, мы о тебе заботимся. Не дай бог у тебя уходят все деньги по твоей карточке. Не дай бог. То есть, и он говорит, нет, мы тебя ограничиваем. Но ты можешь спокойно заказать эти деньги, банк там поднатужится, собирает все эти резервы, кого-то там отморозит, но тебе их отдаст. Но для этого нужно время. Вот и все. То есть, а то, что тебе говорят, это защита твоих счетов, там, твоих денег. Так отдайте мне эти деньги. Вот, это мои деньги. Вот позвони в банк и скажи, это я. Там фотографию скинь, там, пыры-пыры. Фиг, тебе скажут, ограничения по карточке, I'm sorry. То есть, ну, хоть ты не подтверждаешь, то представители банка, пускай приедет, ты ему там распишешься на лбу, не получится. Потому что они не могут это выполнить. Просто физически не могут. Вот, ну и, короче, насколько я знаю, если ты делаешь реально большой перевод, там, например, из одной компании в другую, там в реальности может даже человек сидеть, который на рычагах будет, еще будет запрашивать у тебя там дополнительные подтверждения, еще что-то. Ну, практически в ручном режиме обрабатывать большие транзакции. Можно, об этом я тебе не скажу, бо не знаю. Ну вот, это вот ограничение той системы. С WeChat оно работает примерно точно так же, да. Только на выходе у тебя не карточка, а приложение и QR-код. Да? То есть, а в остальном один хрен. Одинаково, да. То есть, но другие технологии, более упрощенные. То есть, WeChat сам по себе банк, вот как у нас ЕРИП, да, то есть платежная система. Открываешь их лицензии, это банк. То есть по факту ты открываешь счет в этом банке, и все, у него идет внутренние платежи. Да, то есть все, поэтому скорость, поэтому быстро. Из банка ничего не утекает. Магия. Ну, PayPal тоже же банк. Да. Ну, я думаю, если взять какие-то топовые платежные системы, они все банки. Visa не банк. Visa не банк. Вот и MasterCard не банк. И поэтому там комиссии растут. Это отдельная комиссия, это отдельный процессинг, но
они работают с банками, да, то есть они предоставляют банкам услугу. Если ты знаешь, что сам по себе процессинг есть не у каждого банка. То есть Ну, и люди такие, процессинг, что это? А это вот система клиринга, подключение к Нацбанку, учет всех платежей, развод этих платежей, межбанковские операции и так далее. То есть этим всем занимается процессинг. Это много-много разных серверов, у которых много-много всяких зеркал и так далее. Хорошо. Но давай еще раз пробежимся и поговорим с нашей аудиторией. Ответим на их вопросы, потому что, я думаю, они у них созрели. Давай вот я сейчас вот немножко еще потружусь. Давай. Выставлю куда-нибудь. Ну сегодня, конечно, много косяков. Больше, чем в прошлый раз. Ну, тот раз при всех косяках отнеслись, по-моему, к происходящему более ответственно. Так, опа. Давай посмотрим, что нам пишут. Про интернет-магазины принимать, выводить в крипте. Есть ли такие агрегаторы? Есть такие агрегаторы, но возникнут у вас проблемы с криптой. Ну, у нас в Беларуси. Ну, я думаю, с криптой почему проблемы возникают? Бухгалтерия. Только бухгалтерия. Не все бухгалтера знают, как ее отражать. То есть она отражается как товар. То есть на момент у нее есть своя стоимость у криптовалюты и так далее. То есть это все можно, почему нет, законом не запрещено в Беларуси. Вот. Но с бухгалтерией там будет катавасия. А в чем проблема с бухгалтерией? Ой, там, скажем так, крипта, она и принимается как товар. Да? То есть она учитывается как товар. То есть это по факту учитывается как бартер. Там есть изменение стоимости, да, то есть у тебя, например, на конец месяца, да, то есть у тебя может получиться, скажем так, извини, уже давно этим не занимался, выпадают внереализационные расходы, да, то есть у тебя биткоин, когда ты его получал, стоил 20 тысяч долларов за биткоин. И тут вот под конец времени, под конец периода, когда налоги считать, он 60 стал. У тебя фигак внереализационные доходы. И ты заплати налоги с этого. Потому что он учитывается именно как товар. А потом раз, он опять 10. Блин, у тебя убытки. То есть, и вот эта вот система, то есть, она сложна. То есть нужен какой-то крутой бухгалтер, что ли? Ну, не крутой, а с пониманием. Вот. А это раз. Два, то есть у нас именно в Беларуси не запрещено принимать. Агрегаторов хватает. Вопрос, что с ними дальше делать. Угу. То есть, как его выводить, куда его продавать, как его зачислять. То есть, это уже начинается такая дополнительная головная боль. Слушай, но мы все это время проговорили как историю, да? То есть мы потратили прилично времени, но ввели ребят в курс дела вообще. Как бы не запутали, да. Да, потому что будет очень тяжело говорить дальше, потому что у них нет контекста. Вот спрашивают... А не хотим ли мы стать инвестором? Или ты? Нет, не хочу пока. А почему? Ну вот криптовалюты инвестировать. Я инвестирую в тебя, я инвестирую в себя, я инвестирую в наши проекты и свое время, и свое внимание. Да? То есть, вот. С криптовалютами все попроще. Их есть у меня на разных стадиях. То есть я не занимаюсь трейдерством по большей части, от слова совсем. То есть очень многие проекты беру на пресейлах, на стартах, на аирдропах и все. Они у меня просто есть. Смотрю, как эти технологии разбиваются, в какую
стороной они идут. Не более того. Заниматься трейдерством это тоже очень много времени. Да? То есть это описание роботов и так далее. Да? То есть рассматривать это как долгосрочные инвестиции. Ну, блин, для меня это не вариант, да, то есть технология блокчейн, да, она интересна, она очень интересна, она очень, скажем так, особенно в данное время, это мое мнение, она очень перспективна, да, и если брать даже по истории, самые первые, кто пользовался этой системой, это банки и платежные системы, потому что кроме Visa и MasterCard были еще системы, они есть и сейчас. Это азиатская черная система и так далее. Давай тогда немножко переключимся и поговорим про статью. Я просто читал недавно «Будущее платежей», потому что, смотри, что я думаю. Я думаю, что мы идем в такую эпоху креаторов, да, то есть, когда люди что-то делают, пускай в интернете, то есть нету какого-то реального завода, где они что-то производят, не знаю, блогеры, бьюти, там, штучки, какие-то картинки, сайты, ну, очень какой-то большой кусок работы, он производится в цифре и остается в цифре, да, то есть ему не нужна какая-то реальное там отображение. И это как такое сообщество креаторов. Песенки поют, там еще что-то. Вот. И как думаешь, куда это все идет? Потому что эти ребята хотят получать платежи. Ну, например, я залил песенку там в iTunes и там заработал на iTunes. Но на сегодняшний момент мне нужно там много пострадать, чтобы это сделать. Например... Ну, смотри, я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь, да, то есть, и опять-таки можем вернуться к Китаю, да. В Китае нет iTunes, App Store там нет, Google Store там нет, у них там свой интернет. Вот весь интернет у них там свой. У них нет там Инстаграма, Ютуба, этого нет. Просто-то нет. Но в то же самое время монетизация через WeChat, она есть. Да, то есть, раз. Да, то есть, то, что они могут, выехав, то есть, TikTok у них есть. Но Америке он не нравится, да, странно, да, то есть там нация, которая за свободу слова, но TikTok нет, понимаешь, ну нет, понимаешь, ну, это так. И что сейчас происходит, да, то есть Россия должна и будет это делать, устраивать монетизацию на новых условиях, с новыми технологиями, имеет полную возможность для этого у себя на месте. И весь прикол состоит в том, что как бы то ни было, вот эти все массы народа будут перетекать из одного предложения в другой. Я недавно смотрел статистику, оказывается, ВКонтакте жив. Понимаешь? ВКонтакте жив, и он сейчас начал быстренько расти. Вдруг ни с того, ни с сего. Ну смотри, я могу тебе сказать, почему ВКонтакте жив. Потому что, во-первых, ВКонтакте был проеб. Если люди не знают, то ВКонтакте проебались, ну, раз у нас можно ругаться матом. В общем, когда был Павел Дуров, они занимались тем, что они строили будущее, они были хипстерами, они нарушали все правила, они разрешали публиковать там халявную музыку и так далее, и так далее. И это очень как мешало запустить какой-то бизнес в ВКонтакте. То есть ВКонтакте они же должны на чем-то деньги зарабатывать. Да. А на чем они зарабатывают? Они неожиданно зарабатывают на этих, на бизнесах, которые запускаются поверх ВКонтакте. Да? То есть ВКонтакте много людей, как базар, и ты в нем запускаешь свой бизнес, и с этого базара берешь людей к себе туда, и что-то там зарабатываешь и платишь ВКонтакте. Вот эта вот часть при Павле Дурове не развивалась. То есть люди приходили, он такой,
что там эти бизнесы, у нас вон там миллиарды людей, мы там будем расти, но это как воздушный пузырь, ты его надуваешь, надуваешь, и вот когда... А монетизация где, да? Да, монетизации не было. И в реальности в них просто бесконечно инвестировали, и в какой-то момент их достало это инвестировать, и они тогда сказали: Павлик, давай-ка мы тут что-то как-нибудь будем там делать платную музыку, платное вот это. Он такой: нет, мы же там меняем мир. Ну, его, короче, сказали: до свидания, Павлик. И сейчас они делают реструктуризацию. То есть они проделали огромную работу. То есть я знаю, как у них в коде все плохо было. Вот. Ну, грубо говоря, они могли там полбазы данных удалить просто так. Ну, Упс. Да. И типа, ну, блядь, удалили и удалили. Сори, да? Да. Сейчас они идут другим путем. Они идут с точки зрения, мы делаем среду, где бизнесы могут вот в этом Всё рынке верно. там... Все верно. Все верно. Я именно об этом в начале стрима и говорил, что идет реструктуризация полная, да, то есть всех рынков, вообще всей экономики, да, то есть почему? Вот мы с тобой затронули Китай, да, то есть у Китая не было карточек, они сделали подделку в виде Вичата, которая, стала I'm sorry, да, то есть это было безвыходка. В Японии то же самое, и в Южной Корее. Это была безвыходка. Для них тогда должна была быть какая-то система. Если ли ты замечал, то Лавров поехал в Китай, поехал в Индию, бла-бла-бла, все весело. Но что они самое важное подписывают, да, то есть они подписывают новую международную систему платежей. То есть есть SWIFT. Отключенный. SWIFT это не банковская структура, это банковская почта. Это просто почта. Это вот мессенджер. Вот просто. Но он банковский, он доверенный. Да? То есть он именно доверенный. Все. Больше ничего. Там нет денег. Это просто почтовик. Все. Это вот тот же Telegram, но банковский. Все. То есть там они подтвержденные, да. Все, он даже клиринг не проводит по своей сути. Серьезно? Да. Я думаю, проводит. Это просто почтовая служба банковская. То есть SWIFT это просто почта. Это просто почта, межбанковская почта. Все. Вот все. И больше ничего. Но она доверенная. Все. Понимаешь, что тебя отключили от почты. Окей, будем звонить по телефону, голубями мне будем слать. Ну, пофиг. Ну, дольше чуть-чуть. Ну да, окей. Ну я грубо это все, говорю, но сам факт. Да, она по этим сообщениям составляет системы, там, платежи, но у тебя по свифту деньги могут идти 5-6 дней. То есть просто, но это доверенно, да. То есть. И сейчас Китай, Индия и Россия, это, извините, на секундочку, 40% населения всего земного шарика. И экономики тоже там очень большая доля мировой, да, ну, громадная, да, то есть, если мы берем Россия, ресурсы плюс военная и технология. Так, это нам не интересно. Китай это фабрика всего. Индия это также какие-то технологии и фармакология. То есть этот вот треугольничек замыкает вообще все. И плюс это громадный кусок рынка. То есть Китай миллиард, Индия миллиард и Россия 140 миллионов. Да, то есть это громадный рынок с большими потребностями. И он развивается и будет развиваться еще долго так будет. И они сейчас подписывают именно новую международную систему платежей в обход свифта. Типа вы там со своим свифтом сами. Хотите к нашей системе подключайтесь, не хотите не подключайтесь. Платите нам юани, российские рубли, рупии нам платите. И все будет хорошо. То есть они запускают свой стартап такой, побольше. Ну, я думаю, что они его запустили уже давно. То есть такие вещи, ну, с кондачка не делаются. То есть это не одно десятилетие к этому готовилось. И если быть точным, то когда биткоин там веселился, в тот же самый год, 18-й,
вступила в силу, там мало кто об этом знает, вступило в силу межгосударственное соглашение между Китаем и Россией об использовании юаня и российского рубля в межгосударственных расчетах. Ну, люди вообще не понимают, я думаю, что это значит. А это значит уход от доллара. Два рынка больших, да, уходят от доллара. И вот это все, и работа-то шла еще с 2010 года, может быть, и раньше. И вот, наконец-то, да, то есть, Китай запустил свою Union Pay, потому что на более-менее старых технологиях, понятных банковских, да, то есть под какой-то определенный стандарт, чтобы иметь что-то в Европе. Но они его вывели, я не помню, когда он начал появляться, но я думаю, года 3, 4. Да. То есть, именно в Европе. Да, именно для того, потому что WeChat в Европу нет. Не пускают. Ну, они пробовали. Я знаю, что Цукерберг ездил, конечно, общался с этими но нет, ты что, это сразу обрушение визы, MasterCard, сразу. До свидания. Вот, это контроль финансовый. И сейчас получается так, что Россия, Китай и Индия могут реально перезапустить экономику, запустить новые системы платежей, и взять самые лучшие с европейских, американских ресурсов, таких как YouTube и так далее, и сделать иную, другую монетизацию. Которую мы можем встраивать. Которую, да, можно будет встраивать на этих территориях. И самое прикольное, если она будет не такой грабительской, да, то есть 30% забирайте себе Facebook. Я думаю, ВКонтакте столько же забирает. Куда? 30%? Это больше НДС. Вы что, ребята? Это не хилый налог. На что? То есть, если посчитать это все, да, то есть это хера денег. Ну, смотри, куда их девать? Ну, подожди, Марк Цукерберг сидел в гараже, думал там свою программу. Вот 30% он там надумал, я думаю. Не понял, что... Ну, типа политики туда, политики сюда, ты там много про политиков говорил на уровне государства, а ручками так кто что делать будет? По такой вопрос. А вот здесь вот, ребятки, айтишники, давайте, думайте, что бы вы хотели, как бы вы хотели, почему кто-то должен. Да? То есть Цукерберг, еврейский мальчик, бедный, несчастный, как по кино, так вообще только на тапочке у него хватало. Бедолашка, сидел там, пропел ночами в гаражике, в общаге. На ралтонах. На ралтонах, да. Но не было денег у парня. Да, на ралтончиках. И вдруг, оп, магия, да, то есть. Так а в чем проблема, да, то есть. Придумайте, сделайте. Есть примеры. Возьмите лучшее, уберите худшее. Давай еще немножко проговорим и будем потихонечку двигаться к концу. Ребята, есть вопросы по деньгам? Пишите, то есть пишите в чат, мы читаем чат, смотрим. То есть пишите вопросы, которые у вас созрели, пока вы слушали. Мы подведем еще пару тезисов и будем закругляться, окей? А то мы опять из тайминга. Да, будем выдерживать тайминг. Пытаться. Короче, Игорь, у меня есть задумка. То, что я вот весь наш разговор думал, мы проговорили про старые технологии, что визы, они такие прям древнючие. Да. Мы проговорили, что у нас появился WeChat как что-то новое, крутое, там, на новых технологиях, позволяющее делать намного более широкие штуки, да. И лучше интегрирован в айтишные части, потому что тебе не нужно каждый раз там думать, а какую платежную штуку подключить, какой виджет, какой мерчант там настроить. Тебе просто с WeChat это не нужно. У тебя мерчант, он прям там встроен. Да. И все к нему уже одинаково подключаются. Но что с криптовалютами? То есть с ними, я сколько не смотрю, с ними какая-то жопа. Неудобно их встраивать в платежки. Конечно, потому что, как бы там кто ни говорил, все хотят каких-то определенных правил. Да? То есть
сейчас криптовалюты не регулируются от слова совсем, да, и поэтому возможны такие вещи, как там инсайдерство и так далее. Опять же, люди такие, типа, а что такое инсайдерство? Ну, то, что сделал Маск, да, он сказал, я буду продавать сейчас за биткоины. Я купил там на 2 миллиарда биткоинов. Все такие, о, Маск купил биткоинов, и мы тоже хотим купить биткоинов. Он так посмотрел, Маск, что вырос биткоин, он такой, продал. Такой, ой, мне запретили продавать за биткоины, я продал биткоин, и биткоин вниз. То есть, если бы он это сделал, как он как-то, я помню, один раз там объявил о выкупе, что ему сделали? Влепили штраф и отстранили. Да? То есть, ну, это реальная биржа. А в криптовалюте нет такого регулирования, и поэтому его лихорадит. Но сама технология, она посредственно, есть очень много блокчейнов помимо биткоина и так далее. Эта система сама по себе блокчейна, это очень хороший процессинг, довольно-таки недорогой, да, то есть именно процессинг, именно переринговые вещи, да, то есть и она очень хорошо выстраивается в учет, да, то есть по своей сути это бухгалтерская книга, да, то есть где, куда, кому что, то есть все, да, то есть это технология, потому что все разговаривают о криптовалютах как о какой-то ценности, да, Магии. Магии, все да. говорят, что это вот но магия. если брать это как технологию, да, то есть это абсолютно надежные банковские и бухгалтерские записи. И как только законодатели к этому придут, потому что Китай запускает свой цифровой юань, Россия запускает свой цифровой рубль, да, то есть, да, он будет под государственным контролем и так далее. Ну, то есть, ты говоришь о том, что будут, ну, как вот эта анонимность. Анонимность, она очень субъективна. Очень, то есть, она, ее даже же сейчас нет. То есть, реально есть в Австрии контора, которая занимается уже на протяжении, я не знаю сколько, 10 лет, если не больше, именно контролем платежей в криптовалютах, в биткоинах, в эфирах, пофиг. Она связывает платежи с конкретным физическим лицом. То есть анонимность вот это вот, это миф. Ну, это не то, что миф, но это очень такая... Ненадолго. Не то, чтобы... это очень спорная анонимность, да, то есть, если для тебя не ищут, то ты анонимен, да, то есть, это как вот, если тебя хотят вычислить, то тебя вычислят, так или иначе, да, то есть, потому что для вычисления тебе просто нужны базы данных, где, что, когда и как. Откуда пришло, ты только одну точку поймал, вот кого-то определил, и все, ты от него уже можешь ловить и всех остальных. То есть ты не живешь на острове и так далее. Да, чуть-чуть сложнее с одной стороны, но чуть-чуть проще с другой стороны. То есть это технология, есть свои плюсы, есть свои минусы. И ты там ничего не сотрешь, I'm sorry, не подотрешь, никак. У тебя все ходы записаны. И именно по этим ходам можно все вычислять. Вот. Ага, это уже крыша. Хорошо. Ну, слушай, мы говорили про цифровой контент. Да. Что я вижу возможность того, что рынок идет к цифровизации оплат цифрового контента. То есть, например, я сделал песню, я легко хочу с нее получать платежи. Да. Я не хочу платить iTunes там 30%, я хочу легко ее поставлять, продавать в интернете, на своем сайте, чужом сайте, приложении. Да. Потому что мы даже говорили с тобой про Apple Pay, Google Pay и так далее, что их сейчас раскулачивают. Да, что ты вот про это можешь сказать? Ну, ты про App Store. Да, ну я просто к тому, я говорю в целом, потому что на рынке сейчас есть устоявшиеся какие-то платежные штуки,
без которых ты в реальности сейчас не можешь ничего выложить. То есть ты, например, выкладываешь мобильное приложение в Store, у тебя там Apple Store, например, берет там 20%, 30%, да. А в Google Store там пускай 15-20, да, то есть... Да, но весь прикол в том, что с Google Store там попроще чуть-чуть, да, то есть он там, ну, он может же сказать, что он не монополист, да, то есть может же так сказать. А вот Apple Store, его, скажем так, по-моему, в этом году был суд, и ему сказали: родной, открывай iOS для сторонних, так сказать, организаций. Потому что это все, что у нас называется? Правильно, монополия. До свидос. Вот, его штрафанули и обязали. Поэтому сейчас будут появляться так или иначе сторонние ресурсы, такие же. То есть, и я знаю, сейчас пилятся на блокчейне такие ресурсы, да, где у тебя скрытая монетизация, да, там play to earn, такие вот уже решения и так далее, да, то есть играй и зарабатывай, да, то есть потрать деньги и заработай, да, вот такие вот вещи. NFT токены, да, то есть это как вот то, что ты говоришь. Ну, извини мой английский, да. Ну, это у меня уже, да, тут недавно разговаривал. Вот, эти вещи позволяют, опять-таки, да, то есть уже без конкретной площадки, да, то есть сама технология позволяет тебе каким-то образом, да, то есть знать или снимать какую-то часть за использование твоего контента и так далее, да, то есть ты можешь поставить. То есть эти технологии есть, площадки из законодательства, да, то есть там спрашивают, а кто там пойдет. Так не сидят депутаты там и не думают, а как мы поможем блогеру Егору? А вот Дмитрий К. спрашивает, надо с ним познакомиться, да, то есть нет. Письма пишешь, предложения, изложения, идешь к этим, не получается к этим, делаешь ассоциацию айтишников, идешь в ассоциацию айтишников, платишь ей деньги, говоришь, ты будешь отстаивать права айтишников, да, там, и лоббировать наши интересы. И там такие взрослые дядьки, и не очень взрослые, там, разные дядьки ходят к тем же депутатам и приносят им законопроекты, которые эти дяди обсуждают, и говорят, окей, будет так. Поехали. Окей, не будет так. Идем, повторяем эти движения. Вот и все. То есть, почему нет? Это и называется, мать его, демократия. Потому что почему-то все сидят и ждут, что там какой-то дядя. Подожди, Илон Маск, какой конкретный дядя? Конкретный Илон Маск пойдет, он там уже новую социальную сеть объявил, пойдет что-нибудь запилит такое, и все. И что? И все. И сразу хорошо. Ну, нет. Ну, нет. У Илона Маска, насколько я смотрю, тоже не все хорошо. Иначе бы не занимался всякими разными спекуляциями и так далее. С движками сейчас российскими проблема. И с его тоже. То есть их выпускать надо. Там, ну, там свои нюансы есть. Короче, вот. Мы отвлеклись, но давай подытожим. Сейчас на рынке идет дележка вот именно финансовых каких-то инструментов. Да. Прочитай вот. Сижу в Грузии. Давай прочитаем. Бизнес надо делать на пороках, прокачиваться именно в тех доменах пиратства, гемблинг, торговля веществами. Почему нет? Но у каждого свое. Также сидит в Грузии, там торгует NFT-токенами. Нет, там именно наше государство хочет их заюзать. Вот в этом весь прикол. Грузия. Все эти вещи в связи с тем, что сейчас такая ситуация в экономике непонятная и неясная, все смотрят в технологии. И я начал, но не договорил. Первые, кто начал использовать блокчейн, это еще было
был биткоин, еще разрабатывался, да, то есть еще там его и не знали, кто это. Но уже были блокчейны, которые именно работали в платежных системах. Таких не совсем, скажем так, официальных, да, то есть не совсем популярных. Ну, не, они популярны, но известных в определенных кругах, я скажу так, мировых, да, они уже использовались, да, то есть они были именно сделаны для того, чтобы у тебя всегда все кассы были равны, да, то есть это было круче любой банковской системы, то есть круче, у тебя платежи быстрее, да, то есть у тебя щелк-щелк, и тебе говорят там, отдай Васе столько-то, потому что там отдали столько, передай, да, и считать это все в один момент, да, это уже было. Нет, ты говоришь, что быстрее с точки зрения не 5 дней, да, то есть день, но да, но это не 5 дней, да, то есть, ну, если брать, не помню, это блокчейн, он потом вдруг вырос, вдруг ни с того ни с сего, а он банковский, да, то есть, это был банковский блокчейн, это была банковская технология. То есть, если биткоин не выстрелил, его бы не форкали. Не помню, как называется, но сам факт. У него был консенсус доверенных нод. Да? То есть, были главные ноды, которые говорили да, нет. И там можно было... То есть, он не публичный был как таковой, там сам консенсус этого не подразумевал. Это банковское ПО, да, то есть этим уже пользовались банки. И кто первый начал вкладываться во все эти вот технологии, и кто самый, это финансы и банки. Подожди, но криптоны борются с банками. Подожди, они там все говорят, что банки это прошлый век, они нас разводят на бабло, мы боремся с ними. Да. Это то же самое, как мы с тобой боремся, ругаемся там о чем-то, да, но поругались, помирились и пошли вместе пить чаек и дербанить наши деньги, да, то есть, I'm sorry. Давай тезисно будем финализировать. Мы поговорили про тему, которая, вот последний блок. Последний блок мы проговорили о том, что идет дележка платежных систем, да, то есть есть движение в то, чтобы Apple Pay, который в телефоне, да, чтобы была возможность ставить там Сбербанк Pay, да, или какой-нибудь Яндекс Pay, вот прям туда же, прям в iPhone, да, и то же самое в Гугле, это будет тренд, будут варианты. Плюс идет сближение так называемого блокчейна, биткоинов и так далее, к конечным потребителям. Это в виде каких-то платформ. И по итогу мы можем увидеть в ближайшее время мостик между реальным банком, реальным каким-нибудь человеком с карточкой какой-нибудь кредитной, пускай там UniPay, да, который сможет через эту карточку делать транзакции в ту систему, в которой вам удобно, а вы через ту систему, куда идет транзакция, сможете подключить свою бухгалтерию для уплаты налогов. И как только вот этот мостик построится, мы увидим то, как быстро начнут строиться маленькие и средние бизнесы, потому что, ну, для них порог входа вот в эту кухню, он просто космический. Да, и к чему стремится вот вся эта глобальная идея блокчейнов, да, то есть то, что это нельзя отключить, да, то есть вот эта вот идея, да, то есть, ну, у тебя MasterCard Visa российская, да, и ты в Европе ей ничего не можешь сделать. Кто такое сказал, да, то есть вот оно, система банков, да, то есть именно с этой идеологией пытаются бороться, да, но опять-таки все хотят удобства, все хотят спокойствия, а за удобство и спокойствие надо платить, да, то есть тут два варианта, или носи свои деньги в сумочках с собой, чемоданами, да, то есть, но охрана это тоже твоя проблема. Или у тебя есть карточка, или счет какой-то, или где-то что-то, но за это отвечает другой человек, и ты здесь поступаешься своей, так сказать, независимостью, да, то есть, и блокчейн пытается, ну, вся эта вот технология, вся эта идея, она пытается сделать так, чтобы человек был защищен, ему было более-менее удобно, и чтобы никто, ни при каких обстоятельствах не смог у него забрать его.
да, то есть твои деньги, да. Арестовать счета, например. Арестовать счета, да, вот, просто не мог никто, да, то есть. Но опять-таки в биткоине есть метки, они метятся, биткоины, эфирки тоже метятся. Не совсем понимаю. Про какие метки ты говоришь? Ну, я, наверное, не в курсе этого все. Сами токены можно пометить как-то и отследить. И ты потом эти токены не сможешь кому-то продать. Потому что сразу на этот кошелек ляжет метка, что у тебя какой-то стрёмный токен лежит. То есть, опять-таки, ну, короче, всегда идет борьба. Броня, снаряд. Снаряд пробивает броню, делают броню крепче, другая технология. И следом не пробивает, следом делают снаряд, который гарантированно это все пробьет. И вот такая вот в технологиях, так сказать, постоянные изменения. То есть это также с законодательством, да, то есть придумывают один закон и сразу думают со схемой. Я вброшу еще один маленький тезис. Смотри, у нас есть монетизация платежных данных, уже такое как направление. Зачем нужны платежные данные, чтобы как-то твой социальный профиль рисовать, твои предпочтения, покупки? Вы никогда не задумывались, что, например, тот же Цукерберг, ему очень интересно, что же вы там покупаете, чтобы очень вам там рекламу там подсовывать? Куда вы тратите свои бабки, что у вас там в чеке отбивается? Big Data, да. Все хотят вот этот ваш трафик денежный отслеживать и его как-то монетизировать, да? Конечно. Так как оно сейчас идет через визу или через какой-то банк, только сами банки могут как там промежуточное звено что-то там оттрекать, да, и то не все данные видны. А в блокчейне, возможно, не более видны. То есть это же как тренд, да, то есть мы будем увидеть, как будет расти вот эта монетизация платежных данных. Да. Но чего не хватает на данном этапе блокчейну, да, то есть именно не хватает государственного регулирования. И весь прикол в том, что а какое государство может отрегулировать блокчейн, да? Ну, я бы сделал, скажу, я уже думал об этом, да, то есть какой-то регулятор должен быть. То есть интернет, да, то есть где его юрисдикция, да, то есть в России, в Штатах, в Беларуси, в Китае, где он, да, то есть и получается так, что должен быть какой-то национальный орган, да, по регулированию криптовалют, да, то есть какие-то правила тоже там вводить, потому что, скажем так, банковский сектор при всей его там, ну, ругают неповоротливости, да, то есть, а ты что от банковского сектора ждешь? Креатива? Не дай бог, да, то есть уже... Да, с твоими деньгами. Уже покреативили, да, то есть при Советском Союзе пару раз, то есть были люди, нормально думали пожить на пенсии, а нет. Банковская реформа и все. И все. То есть и нет у них больше денег, да, покреативили, да, то есть, ну нет, ты ждешь от них стабильности, да, то есть памятник и пускай стоит, понимаешь, вот солнце всходит на востоке и заходит на западе. И пускай так и будет, понимаешь? Смотри, а вот и это все должно каким-то образом прийти и в блокчейн, в криптовалюты. То есть и для этого в данном историческом моменте есть очень много предпосылок. Это не будет быстро, да, то есть это не решение там одного дня. Но те процессы, которые я вижу, то есть со стороны Китая, Индии, России, других стран, да, то есть Европа та же самая, Швейцария, Германия, они тоже там очень плотненько смотрят в ту сторону, да. То есть все идет к тому, чтобы выработать какие-то правила, которые будут устраивать всех, которые будут просты, понятны, четкие и реализуемы. И правила смены этих правил, да, то есть
Вот все. Как только здесь договорятся, я думаю, это будет какой-то национальный орган типа ООН, да, вот. И тогда все, считаю, что эта технология войдет в мир, то есть и уже будет Используемо. уже будет, да, она и сейчас используется, но она сложно используется. Порог входа высокий Да, для простых да, людей. да, и нестабильно, и страшно. Но вот как только появится какой-то вот такой национальный орган, где смогут договориться страны о простых правилах, понятных, четких, прозрачных, потому что это финансы. Как ни крути, это все равно о финансах, о платежах, о данных, да, то есть о каких-то и так далее, да, то есть все, тогда это все пойдет в мир. Ну, я вот вывел нам тут маленькую подсказку, просто я тезисно проговорю, какие-то тренды есть. Есть еще такое high value partnership, это когда некоторые платежные системы, либо какие-то там бухгалтерия 1С, блокчейн и какой-нибудь виджет вашей React-приложения, да, и они вместе могут взаимодействовать каким-нибудь одной кнопкой или там настраиваться супер быстро, и все друг другу полезны. Да-да-да. И там каждый берет свой какой-то кусочек, но вы просто делаете это за секунду. Не за день, не за месяц, не смарт-контракт, который кто-то там пишет, потом ты... Я, кстати, подумал про изменение, вот это, по изменению правил. А как ты в смарт-контракты текущей реализации сможешь там их менять? Ты один гасишь, другой поднимаешь. Ну, ладно. Вот, они придумали. То есть мы думаем, что будет какое-то движение, это будет Challenge, потому что много экосистем уже все построили. Сейчас, если вы знали, в России идет строительство разнородных экосистем. Например, Сбербанк там свою строит, Яндекс свою, Apple свою. То есть большие компании сейчас заняты тем, что они строят бесшовные экосистемы, чтобы ты в этой экосистеме мог хорошо жить. Там, но... Не выходя из из их цепких ручек, да. Да, но в другую экосистему у тебя возникает боль. Да, если они такую прям стену строят между экосистемами. И вот тут как раз таки должны появиться мостики, да, между системами. Конечно. Чтобы я мог там Apple Pay, менять на Google Pay, все как-то в одно место подключать, просто этим все пользоваться. И то же самое с блокчейнами, то же самое с карточками, чтобы это было не какой-то набор кучи там возможностей, и где обычно человек просто такой, да ну нахер. Ну смотри, я думаю, что карточки очень скоро покинут. Да. Покинут наш мир? Да, то есть, ну, это дорогие системы. Потому что нужны еще те штучки для приема карточек. Да, это дорогие системы, то есть, и то, что ты видишь, банки сейчас уже выпускают цифровые карты. Да, я это вижу. И так далее. То есть они уходят от этих платежных систем. То есть сейчас Visa, MasterCard заблокировали очень много чего. Да, то есть, молодцы, что я могу сказать. И следом приходит Union Pay, Мир и другие технологии. Сбер, ты сам знаешь, это одна из самых крупных IT-компаний. Ну да. То есть, тут не поспоришь, там 1000 сотрудников плюс. Там, да, это одна из крупных 10, наверное, IT-компаний. То есть, и там есть блокчейн-проекты, там есть лаборатории, которые занимаются именно этими вещами, платежами, пирингом, расшивкой платежей и так далее. Ускорением, там, квантовые технологии, даже, тоже дальше. То есть работа в этом направлении идет, и как раз таки в историческом моменте, да, как у Китая есть WeChat, то есть вот у этих теперь, скажем так, монструозная такая организация получается, такой треугольничек Россия, Китай, Индия, то есть там может получиться система платежная какая-то другая, да, которые захотят подключиться все остальные. Ну ладно. Я имею в виду именно как Visa, MasterCard, как WeChat. Ну, мне кажется, у них уже есть Union Pay, Мир, там еще что-то. Но это карточки все еще. Ну, WeChat. WeChat, там тоже есть нюансы. Это китайская система, тебе скажут, ай-яй-яй, тут уже свои нюансы. Но сам факт, что вот это, то есть как для межгосударственных, межбанковских расчетов они сейчас это сделали.
Также, я думаю, что вот на базе мира, потому что мир он на основе UnionPay сделал, кстати. Ну, то, что я слышу, Они у могут них есть experience, у них есть экспертиза, они потестировали это все в продакшене, у них есть много проблем, они видят явно много технологий, скорее всего, будут экспериментировать. Да. То есть, я так думаю, что где-нибудь там это, кстати, в течение пару лет может появиться какая-то платежка такая вот. Пару лет. Которая там будет и с визой тебе, и с чем хочешь работать, вот просто вот так. Как прокси какой-то поверх всего. Какой-то прокси. Есть Revolut, да, то есть вот тот же самый Revolut, который тоже основан на карточках, да, то есть, но сам по себе это даже не то чтобы платежная система, платежная она так, то есть там виза исполняет, но это система моментального трейдерства. Да, больше трейдинг. Это трейдинг, да, ты можешь крипту купить вот с карточки, как вот. На телефоне. То есть, да, и у тебя там всегда оптимальные курсы, да, то есть это уже давно есть, да. Да, это полезная штука. То есть они же там, как они делали, они говорили, это для путешествий, да, то есть у тебя всегда выгодный курс. Угу. Это вот в путешествиях очень нужно. Да. Ты когда перемещаешься по потому что у тебя переводы в этих, там курсы сумасшедшие. Да, вот. И, кстати, мы идем к третьему тезису трендов. Это доставка, сейчас же модно стало, потому что технологии, мы тут разбалованы всякими телеграммами, фейсбуками и так далее, что поставка пользовательского опыта. То есть я все, что слышу от ребят, которые работают в фейсбуках, гуглах и так далее, что надо продавать лучший пользовательский, новый пользовательский, невероятно пользовательский опыт. Вот, например, кружочек у тебя в Телеграме, вот, типа, пользовательский опыт, ты передаешь эмоции. Вот. И многие компании стремятся, именно крупные, да, у них уже людей много, они пытаются какой-то еще пользовательский опыт. И я имею в виду, что это такой же тренд есть в платежах, потому что, например, все сейчас вот там в криптоны кричат Web3, мы там изменим мир, бла-бла-бла. Пользовательский опыт говно. Чтобы я зашел, я такой, как сложно. Мне сложно, да, то есть я всю жизнь в IT провел. Я такой захожу, боже, какое говно. А они такие, это будущее. Я такой, не хочу в таком будущем жить. В Саус Парке вышла серия про будущее. Вот я не хочу. Когда приходишь платить, они такие, курс изменился. Ты такой, блядь. Весь прикол именно в этом, понимаешь, что все, то есть, опять-таки, разговаривал с кем-то про анархию, да, то есть, и спросил у человека, вот представь, говорю, ты анархист, ты собрал у себя целую группу анархистов, да, пока вас 20 еще хорошо, а теперь вас 1000, да, а у вас могут быть анархисты-бандиты, да, то есть, это все равно подходит под твою идеологию, да, то есть, и что ты будешь делать, да, то есть, тебе нужна полиция анархисты, да, а вдруг с соседней деревни кто там, коммунисты, да, там, захотят вам люлей, да, то есть у тебя армия должна быть. Так ты, говорю, за что? Говорю, то есть ты должен армию, то есть это люди, которые тебя защищают. То есть все должны им скидываться. Налоги, да. А если у тебя армеец обидел обычного человека, у тебя должен быть судья, да, какой-то, или ты сам судья. То есть это уже, по-моему, государственная система, да, то есть. Упс. Это ты про что? Это я про анархиста, да, то есть. Про какого анархиста? Я запутался. Есть анархия, да, такая, анархия мать порядка, да. Так. И они все вот против правил, против государства. Давай портрет персонажа нарисуем, анархиста. Павел Дуров. Вот есть Павел Дуров. Да. Вот, да. Идеально вообще подходит. Да, отлично. Но как только ты начинаешь разрастаться, тебе так или иначе нужны правила. И ты строишь абсурдное анархическое государство. То есть, понимаешь? То есть, потому что иначе ты не можешь. То же самое творится и в блокчейне. Да? То есть, там бардак, полная анархия. Она такая относительно полная, но все равно анархия видимая. Да? Даже меньше бардака. Конечно, потому что начинают уже думать, туда серьезные дяди заходят, типа, родной, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Да? Но сам факт. И налаживается
порядок, да, какой-то, что... Подожди. Ребята пишут, что ты опять, что ты собираешься ОПГ собирать. Очень полезное государство. Да. Но сам факт, понимаешь, что... Остаться без денег в чужой стране — это отличная дедоларизация. Скажем так, это еще и мотивация нехилая, да, то есть ты сам вот недавно рассказывал мне о Германе, по-моему, его зовут. Да. Человек был вроде бы богат, успешен в одной стране, потом ему пришлось переехать в другую страну. И, скажем так, у него выбора не было, да, ему надо было где-то бежать, крутиться, как-то что-то делать. И самое прикольное, что он сделал. Так или иначе, какими-то там пасами, магией, то есть он сделал, потому что иначе бы все, без денег, в чужой стране, никому не нужен, ну, иди умирай. А здесь, оп, чик-чик-чик-чик-чик, стартап, оп, инвестиции, и все хорошо. Магия. Да. Я ему завидую, но без денег я остаться не хочу. Не хочешь дедоларизацию? Я хочу. Я еще в 2005 году занимался, так сказать, финансами, и мне было интересно, почему Америка, по всей ее статистике, она еще в те времена была полнейший банкрот. Почему? Как? От чего? Смотрел эти все структуры. И у меня получался граф, что в течение 20-25 лет ей жопа. То есть, ну, на меня смотрели как на идиота. То есть, по твоим предсказаниям, в 2025 году будет жопа? Ну, в худшем 30-м. у меня так получалось по математике, но там, извините. Ну, подожди, у тебя по математике получалось, а Маск собирается на Марс лететь в 30-м году. То есть они... С катертью дорога. Они улетают? Вперед, родные, вот вперед. Слово, ну, туда так туда. Но сам факт, что именно о долларизации, да, то есть вопрос в том, что когда начались вот первые санкции, эти вот долларовые, да, когда эти вот махинации начались, то есть это был первый звоночек. В 2005 году они примерно и начались. Да. То есть это был первый звоночек, да. То есть мне было интересно, почему они такие наглые и борзые, да. То есть почему, то есть я понимаю, когда мне государство, мое государство арестовывает счета, да, то есть там какие-то есть эти там, причины. Суд есть, там что-то еще есть. А здесь Америка такая, вперед нахер. И сидишь такой, это нет доверия к твоей валюте. И поэтому я начал считать, смотреть, откуда берутся деньги. Там выскочил, кстати, этот вот 2008 кризис, но по факту он должен был быть в 2005, если не раньше. Да, они его скрывали хорошо. Понимаешь, то есть, и вот эти вот все вещи, да, то есть, и такой, и сидишь вот на это вот, смотришь на эту математику и понимаешь, то ли, ну так не может быть, потому что у тебя парадигма другая. Вечно на зеленый доллар, там, мы там полнейшая ай-яй, мы Советский Союз, мы никогда не поднимемся, там магия, там священная колбаса и так далее, да, и ты такой сидишь, а ему жопа, и ты сидишь, так математику ты читаешь, такой, и так жопа, и так жопа, и так жопа. Я тебя перебил, но ты хотел какую-то штуку рассказать про государство, про анархистов и... Ну, я уже, считаю, ее рассказал, потому что это, то есть, любая хаотичная ее структура всегда так или иначе стремится к равновесию. Чем она больше, тем она больше стремится к равновесию. Все. То есть, и эти все вещи, вот о чем мы и говорили, то есть и в крипте будет наводиться какой-то порядок. То есть так или иначе, то есть соберутся большие дяди, посмотрят, где что можно, как чего, и будут его стабилизировать. Потому что для любого бизнеса самое важное — это стабильность. Для финансов кризисы, для любого производства стабильность. То есть не будет биткоина по 100 тысяч миллионов долларов? Он может и будет, но сам факт, что он будет прогнозируемый. Угу. Понимаешь? То есть сейчас все банки вот,
выставляют курсы валют, даже в этот период, пользуясь техническим анализом, да, то есть техническим. Они берут какую-то одну модель, вторую модель, да, то есть проводят стрелочки и там ищут какую-то точку, ну, плюс-минус. Он будет там, и технический анализ там в 2 из 3 вариантов, говорит, он будет повышаться. Они говорят, окей, до какого предела? До такого, окей, мы выставляем так. Это технический анализ. Они там не бегают, не листают газеты, там кто что сказал, там туда-сюда. Нет, они не смотрят поведение этой кривой, рисуют линии. То есть, по сути, все придет к тому, как ведет себя фондовый рынок какой-нибудь. Да, там... правила и так далее. То есть, они будут, так или иначе. Ты видишь, даже сейчас видишь, что биржи уже начинают ограничивать какие-то вещи, да, то есть сами биржи, они пытаются войти в структуры, получать какие-то лицензии и так далее. То есть это уже обязательство именно на бирже. И тебе биржа и криптовалютная, она уже обязуется перед государством, да, то есть ты уже проходишь кьюз на биржах, родной, на всех. Ну, которые более-менее вменяемые, да, то есть, ну, можешь на невменяемые, да, то есть ты уже, получается, свой фейс светишь, да, какая уже анонимность, о чем, и понеслось, понимаешь. То есть, если подводить итоги всего нашего стрима, я вижу, что там идут у нас, обсуждения, давай их выведем, а я буду потихонечку говорить про итоги. Если говорить про итоги, то правильно ли я тебя услышал, что... Давай я все-таки выведу. Правильно ли я услышал, что мы идем к тому, что сейчас много платежных систем, всяких. Их очень много. Яндекс, там, и ты уже выбираешь и прям путаешься. И у каждого свое API уже прям сложно что-то перестраиваться. Ну, плюс-минус они все равно так или иначе идут. Да, но тебе надо садиться, погружаться. Что там у него в нюансы, это какая-то... мы видим много систем, и есть какие-то ограничения, такие явные, платформенные, там, налоговые, фейсбучные, да, куда ты не можешь подлезть и там, сказать, я хочу вот с ними работать, с вами не хочу, у вас там сложные правила. Мы увидим какую-то такую демократизацию, да, что ты сможешь подсунуть свою платежку, убрать вот эти комиссии, и большие компании типа ВКонтакте там, и так далее, их будут там обязать со временем внедрять возможность других платежных инструментов. Они просто, понимаешь, тут есть запрос на то, чтобы тебя кто-то не отключил вдруг ни с того ни с сего по какой-то прихоти. И поэтому вот к этому и будет приходить. Да? Как только появятся цифровые юани, цифровые рубли, под них тоже нужна какая-то платежечка, да, то есть, упс, и понеслось, понимаешь, то есть, это может быть изначально межбанковские платежи. Я тоже думаю, что это более реально. Но все равно технология пойдет сюда же, да, как-то они будут этот дериватив размазывать. Слушай, давай тогда так, надо как-то поставить какую-то точку. А то мы опять... Не, я имею в виду точку к тому, к чему готовиться. То есть я тебя услышал, была цифра про 2 года, да, что в течение 2 лет мы получим новые какие-то штучки-дрючки. Ну, то есть выйдет какой-нибудь Unipay, еще что-то на рынок, возможно, какая-то новая система типа Свифта межгосударственного, там отдельная, которая как-то упорядочит, которая будет, это глобально, да? Глобально мы получим какой-то инструмент новый. Локально для меня, вот как я предприниматель, я делаю мобильное приложение, что локально для меня изменится, на твой взгляд? А у тебя не будет где-то ограничения, кто тебе платит, когда тебе платит? Виза, мастер, пофиг. То есть у меня появится гибкость с точки зрения меня, как маленького предпринимателя, в выборе того инструмента, но даже тот инструмент, который я выберу, он все равно будет работать как агрегатор. Да? Через него я смогу через разные там платежки, крипту и так далее. Или это будет какой-то отдельный агрегатор, отдельный какой-то прокси, который будет просто работать со
всем этим зоопарком. Да, и ему будет пофиг, что ты ну, потому что эти ребята тоже не тупые, которые сейчас делают. Они их потихонечку там адаптируют, получают лицензии и так далее, и работают с государством. Да. То есть мы имеем, правильно ли я слышал за весь наш спич, что мы имеем желание государства двигаться в эту сторону, желание бизнеса идти туда, наводить порядок, потому что бизнесу нужна стабильность, как ты сказал. И есть желание уже таких государственных конгломератов иметь какой-то способ и, возможно, появление какой-то ООН-организации, которая будет контролировать вот эти вот именно субурные... Именно крипту. Да. Именно крипту. Потому что захотят контролировать весь интернет, да, то есть это какая у него юрисдикция. То есть лишить его какой-то юрисдикции, выдавать всем правила. И то же самое и с криптой, да, то есть какие-то правила наднациональные, верные для всех. Слушай, у меня тогда последний такой, наверное, вопросик, который мы бы хотели... Пишет, кто меня от девальвации защитит в моем государстве? Никто. Никто. Поэтому но сейчас я скажу однозначно, что действия Российской Федерации очень профессиональные, очень четкие, очень красивые, открывающие для Российской Федерации очень большие возможности. Советую доллар. Твой спич, конечно, хорош, но доллар как-то выглядит пока постабильнее. Я боюсь, что еще чуть-чуть, и он будет один к одному российскому рублю. То есть это тоже проблема. Тут мы с Игорем расходимся очень сильно. Сам факт в том, что, скажем так, то, что рубль будет обратно отскакивать, об этом было сказано мной еще 24 февраля, то есть поэтому I'm sorry. И то, что я вижу с точки зрения экономики, то есть это такая же наука, как и математика и физика, она реально очень точная. Вот, ну, если ей правильно пользоваться, да, то есть, то все идет именно к уходу из долларовой экономики. То есть это сложно, это больно, особенно это больно для всех стран, то есть, но над этим страны работают уже на протяжении более 20 лет. Над этим даже работает Европа. То есть и это видно, это давно, и поэтому, как бы то ни было, то есть это шанс для айтишников, особенно наших айтишников, просто отодвинуть этих глобальных игроков, просто отодвинуть вот это вот все американское, вот все это европейское, и каким-то образом заменить, сделать лучше, подконтрольным себе и так далее. То есть это реальный шанс. Ну, шанс может быть и реальный, но он какой-то выглядит каким-то глупым. Да, потому что, как и я в 2005 году, ты смотришь на цифры и говоришь, ну я, наверное, что-нибудь не то, потому что привыкли, что все оттуда идет. Ну, вот, например, говорят, а смысл от того, что товар будет 1 к 1, это же ерунда. Ну, то есть ты все равно, например, тот же iPhone будешь покупать по долларам. Ну, его же производит Америка. Ну, давай так, его производит Китай. Ну так, по факту. Да, но по факту оно все равно продает Америка. Ну, есть... А продает Америка, но производит это Китай. Ну, давайте сейчас они отказались от газа, и сейчас Китай скажет, а мы не будем вам отдавать айфоны. И не будут продавать. Нет, так тут не в дело будут они продавать, не будут они продавать. Ты пойми, что экономика сейчас просто, она выворачивается наизнанку. То есть то, что жили с 1947 года, да, с 1900, то, что выстраивалось в этих войнах и во всем остальном, оно сейчас просто ломается в хлам. А ломается, потому что одно из государств себя повело не конкретно. То есть оно не ответило за свой базар. Да, то есть это ты пришел в банк, а банк тебе сказал, я тебе не отдам деньги. Такой, что? А на него наехать пока некому. Понимаешь, вот на этот банк. Он тебе просто сказал, до свидания. А все остальные эти страны это видят. И такие, я в этот банк не пойду. И я попытаюсь с него свои бабки вырвать, но я больше с этим банком не буду иметь дело. Вот это сейчас и происходит. Понимаешь? Хорошо. А там есть вливание, там всякая структура. И вот эту структуру сейчас
будут страны, вот те, которые я тебе говорил, строить и перенастраивать. И для этого нужно дохерища айтишников, дохерища технологий, всяких разных. Просто дохерища. Фантазии и так далее, дохерища. И плюс сейчас правительства более-менее открыты, да, ко всем предложениям, вопросам, да, то есть, что Китай, что Индия, что Россия, они будут этот сектор забрасывать баблом просто неимоверно. То есть, это такие пассивные эти инвестиции от государства, да, то есть, хер с ним сколько, главное надо, чтобы было сделано, что-нибудь из этого да выйдет. Понимаешь, то есть, не конкретно сделайте мне что-то, а сделайте. А там посмотрим, да, то есть вот вам бабло. Понимаешь, о чем я говорю? Вот именно об этом. А не просто, вот, как там пишут, а кто-то пойдет и сделает. Да нет, ну, смотри, пишут, доллары не купить, возможности не будет. Зачем? Европа сейчас думает, какие рубли купить. Зачем тебе доллары? Самые умные люди в начале февраля их продавали тоннами. Молодцы. Теперь это купили обратно. Ну, я пробил Русь, сюда можно. Ну, в чем проблема? То есть сейчас вопрос сохранения средств в долларах для меня звучит так очень, так сказать, вопросно. Очень это, так сказать, вопрос. Мы обсуждали, короче, можете в юанях хранить, это более безопасно и нейтрально. Вот, ну, на этой веселой ноте будем подводить итоги. Да, то мы опять... Просто итоги. Что ты вынес с нашего обсуждения сегодня? И что ты повторил, что тебе кажется таким важным? Ну, одна-две мысли такие, просто предложениями. Первое, то, что сейчас реально окно возможностей для всех систем построить другую экономику, что для этого очень нужно будет IT, мозги свежие. То, что технологий хватает, в принципе, айтишных, для чего, и то, что государства, скажем так, азиатские, да, то есть будут в это очень нехило выкладывать, потому что они в этом очень сильно заинтересованы. То есть все. И Европа, Америка будут терять свои позиции. И поэтому именно импортозамещение даже вот в этих соцсетях, в ютубах, монетизациях, во всем чем угодно, то есть будет только приветствоваться именно на этих рынках. И весь прикол в том, что даже возможно при таких условиях и китайский рынок как-то приоткроется. Вот этот вот айтишный. Но это так. Вот. Ну, смотри, я из сегодняшнего вынес то, что у нас есть тренд на изменение локальных маленьких рынков. Да? Да. То есть для меня, как айтишника, появляется упрощение работы с финансовым вот этим вот всем бардаком, потому что его слишком много. Ну, мне, как айтишнику, трудно. Например, я знаю тому же американцу, ему проще, он там подключил условный Stripe и такой... И готово. А мне надо думать, белорусские рубли, там, украинские там, деньги, российские, какой там банк, куда чего. И мне надо получать с разных, вообще с целого большого региона бабки, если я хочу там условно программку в СНГ выплюнуть. Или в Европе, да, то есть в Европе еще может быть попроще, потому что там евро и все. А там где не евро, да. Но вот в этом-то и весь прикол, что именно вот эти вот юани, рубли, рупии, да, то есть из них ты для этих стран можешь считать, в чем тебе удобно. И тебе пофиг. Вот реально. Нет, я имею в виду для меня, как человек, который программу сделал. Мне вообще в целом похер. Мне главное, чтобы мой клиент мог заплатить. Все правильно, в чем да. у него есть. Да. А ты получил... И самое главное, чтобы я мог отстрелить это в бухгалтерию, да, то есть, все правильно, чтобы у меня было связано не просто я платежку получил на каком-нибудь там все PayPal, правильно. А потом я через PayPal как-то там вот пошел доходить. Все правильно. И именно вот на это есть спрос, есть тренды на это есть. И мы получим упрощение в ближайшее время, там год-два и бум. Да? То же самое, как я услышал, мы получим такой же тренд на большом государственном уровне, Да. которые придумают какую-то Уже получаем.
Пускай крипто-юани, крипто-рубли, но мы это все on hold, да, то есть вот это с крипто всем направлением, это on hold, это какой-то горизонт событий. Да. Мы триггером будем считать, когда страны что-то договорятся или начнут именно договариваться. Мы увидим первые звоночки. Уже есть вот эти вот триггеры, это именно разговоры о цифровых этих валютах государственных. Это и есть триггеры, да, то есть что будут выходить и будут как-то это все контролировать, договариваться. Да, но я просто смотрю, как нам, айтишникам, когда мы увидим более-менее реальные какие-то наброски реализации, чтобы мы могли с этим всем нормально взаимодействовать, интегрировать это к себе в систему. Ну, это нам еще надо пройдет время. Получить драфт какой-то того, как это будет, потому что мы сейчас это гипотетически. Потому что рынок криптовалют, он может тоже наизнанку перевернуться. Да. Вполне, почему нет? А вдруг они будут обсуждать и придут к выводу, что, блядь, ну вот тут вот точка, которую надо вот просто сносить. Да, возможно. Я уверен, что они со своими ресурсами могут снести просто к чертям и сказать, похуй. И все. Ну, биткоины и нет биткоина. Да, это вполне возможно. Хотя говорят, что он там не уничтожаемый. Все можно уничтожить. Все можно, особенно если люди договорятся. Поэтому мы пока туда не лезем. Мы вот вам тренды накидали, 3 основных. В них, если вы посмотрите видео назад, мы накидали, что есть тренд на монетизацию самих платежных данных. Есть спрос на агрегацию всего этого в лучший какой-то пользовательский опыт. И есть конечный там пользовательский опыт. Как мне, вот сраному программисту, все это интегрировать в свой мобильный телефон или в сайт, или в какой-то еще там портал. Чтобы это было не куча разных систем, в которых я потом учусь там в бухгалтерии интегрирую, а чтобы это была итого одна система, но проксировалась через разные сервисы какими-то удобными API-шками. То есть мы идем вот именно вот к такой штуке. И мы ждем это в течение 2 лет. И исходя из этого мы можем уже задумываться о том, что надо производить контент. Да? Под него будет много инструментов для монетизации, между прочим. Что из этих трендов вырастает, что можно не бояться делать абсолютно цифровой бизнес, просто на чего-то производство. Там, не знаю, люди, которые производят там радио, подкасты и так далее, получат много инструментов. Люди, которые креативят, получат много инструментов. Дизайнеры, программисты и так далее получат еще больше инструментов для того, чтобы еще больше зарабатывать. То есть мы увидим вот такие какие-то вещи. Ну, на этом у меня все. Игорь, отлично. Последние слова зрителей. Не надо последние. Ну, тогда у нас все, господа. Спасибо, что были с нами. Игорь, включай заставку, и мы... Подожди секунду. И мы будем завершать. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, расскажите друзьям. А мы увидимся в следующую субботу. Всем пока. Здесь сейчас со мной на связи Зар Захаров. Вместе мы делаем образовательную платформу, но это другая история. Давайте поговорим про курс, который уже выходит вот-вот, 7 апреля. Ссылки все внизу с описанием. Да, привет. Слушай, я сейчас быстренько тебе расскажу, как появился полный практически курс React-разработчика и почему он полезен тем, кто хочет сделать следующий карьерный рывок во фронтенде. 2 года я вел короткие React и JS марафоны по 3 недели, и их прошли до конца около 1000 человек. Это реально круто. Меня благодарили, кто-то говорил, что нашел работу мечты после марафонов, кто-то, что наконец стал разбираться в коде коллег. Ну и спрашивали, а что вот делать дальше, как дальше развиваться в профессии. Это, на самом деле, самый частый вопрос. И так появился более углубленный формат с учетом всех пожеланий. И что важно на курсе? Чтобы знания были актуальны, особенно в IT, где каждые полгода что-то меняется. Это вообще очень важный аспект. Чтобы навыки, которые